Добраться до Аргентины возможно турецкими авиалиниями с пересадкой в Стамбуле и вылетом из аэропорта Москвы Внуково, самого тихого и малолюдного. Смотрите на нашу бузящую Наташу. А вот салон турецкого самолета. Обратите внимание, что здесь есть экраны, есть вход для USB-порта. Россия пока. Компания «Турецкие авиалинии» является одним из крупнейших авиаперевозчиков в мире, который базируется в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Авиакомпания была создана в 1933 году и поначалу выполняла только внутренние рейсы. Первый международный перелет состоялся в 1947 году, а через 40 лет компании были открыты дальнемагистральные направления. В настоящее время 49% акций принадлежит государству, а остальная часть – частным владельцам. Не раз компания признавалась лучшей авиакомпанией Европы. Сейчас 4 часа дня, и мы прибыли в аэропорт Ататюрк в Стамбуле для того, чтобы сделать здесь пересадку. Мы остановимся на ночь для того, чтобы отдохнуть, потому что дальше у нас будет очень длинный перелет, 17 часов до Буэнос-Айреса, с посадкой в Сан-Паулу. Так что это будет очень-очень долго. Мы будем лететь над Атлантикой. Я первый раз отправляюсь куда-то не на своем континенте. Это вообще вот другой континент. Сейчас пойдем до нашего отеля, доедем, где мы забронировали одну ночь. А завтра рано-рано утром мы поедем обратно сюда, чтобы сесть в самолет, который в 9 часов отсюда вылетит и прилетит туда по местному времени уже только в 11. Аэропорт Стамбула имени Ататюрка является крупнейшим аэропортом Турции и с 1980 года носит имя первого президента Турецкой Республики. Аэропорт находится в 24 километрах от центра города, и наиболее удобным способом добраться до туда является метро. Мы сейчас наконец-то добрались до нашего отеля. Он располагается в 3 станциях метро от самого аэропорта Ататюрка. И мы довольно-таки долго шли до него, но тем не менее мы сюда пришли. Это был самый экономичный вариант. Конечно, все довольно чисто, беленькое, светленькое. Одно но. Здесь все на одного человека. Здесь есть 2 полотенца, одно побольше, другое поменьше, но тоже рассчитано только на одного человека. Здесь вот находится ванна, вот это вот наша ванна собственная, это плюс. Вот 2 полотенца, одно побольше, другое поменьше, рассчитано только на одного человека. Не заходи в ботинках в ванну. Ксюша расположилась. У тебя такие ноги длинные. Она уже больше не может. Вот, дали тапочки. Эти тапочки тоже рассчитаны только на одного человека. Почему-то второй пары нет. Здесь нет стульчиков, поэтому нам приходится сидеть на кровати на белой. Здесь тепло. Здесь даже нет покрывала. Ну, покрывала никогда не бывает. Ну, очень редко, и то в таких... Да. Здесь есть телевизор. Ну, в общем, вот такой у нас мини-номер. Мы пошли гулять, чтобы не видеть. Итак, как же приобретать билеты на проезд в турецком метро? Есть вот такой вот аппарат для билетов. Здесь находятся 3 кнопочки. Нажимаем на красненькую кнопочку, и мы выбираем язык. Это сразу будет автоматически на английский переходить. Так, теперь нужно ставить деньги. Вставляем деньги. Так как нас 2, мы выбираем 2 токена. И нажимаем «Оплатить». Здесь нам сдают сдачу и дают токены. Всем доброе утро. Сейчас 8 утра, и мы отправляемся на рейс из Стамбула до Буэнос-Айреса. Здесь в аэропорту Ататюрка даже есть массажное кресло. Вот прямо в зале ожидания. Мы сейчас на борту рейса до Буэнос-Айреса. Есть вот такие вот подушечки. Вот такой пледик. И выдали еще вот такую вот штучку. И очень много разных интересностей. Так, здесь есть тапочки.
Потом повязка на глазах. Носочки. Вот такие вот. Зубная щетка с зубной пастой. Беруши. И бальзам для зубов. Чудеса. А еще у нас покорно. И кажется, это сделают трижды. Во время долгого 11-часового перелета между Стамбулом и Сан-Паулу самолет пролетает над 3 впечатляющими природными зонами. Полет над пустыней Сахара составляет 5 часов. Примерно столько же самолет летит над Атлантическим океаном, воздушные массы которого создают практически непрекращающуюся турбулентность. Побережье Бразилии встречает завораживающими мангровыми лесами, видом которых можно вдоволь насладиться во время долгого снижения перед посадкой. Мы уже долетели до Сан-Паулу. Это заняло у нас примерно 12 часов. И мы сейчас здесь стоим и ждем. Половина народа вышла, особенно из первого салона очень многие вышли. Я наконец-то перетащила свой чемодан сюда, к себе поближе. А то он был где-то там один-одинешенек, совсем без меня. Вот. И скоро мы уже отправляемся дальше в Буэнос-Айрес. Во сколько мы прибудем, я не представляю, потому что, кажется, мы задерживаемся. Эх, как бы не пришлось нам ночевать на улице. Это страшно. У нас есть спальные мешки. Но у нас столько баулов. Как я их потащу, не знаю. Я не знаю, сколько мы здесь уже сидим, но очень-очень долго. Уже даже стемнело. И походу что-то еще новые люди подходят. У нас уже кормят в 3-й раз, не считая еще дополнительного бутерброда, которого давали в первом перелете. Я взяла, кстати, пасту. Вот она такая. Офигеть, порция. Чувствуется, я не съем. А у Ксюши тут какой-то омлетик с перчиком. Называется киш-киш. Мы приступаем к процессу поедания. Правда, я есть вообще не хочу. Я всегда хочу. Я попросила, есть какой-то напиток, называется гуарана. Вот он. Гуарана. Не знаю, что это такое. Надеюсь, что это вкусно. Уже час ночи, мы только добрались до нашего хостела. Пришлось заплатить за наше такси 460 местных тук-тук.